Привет, дорогие аудиолюбители! Сегодня я предлагаю вашему вниманию батл сравнения двух акустических систем. Это S3000 MK2 от Edifier и S360 DB. Это, если что, флаг города Штольпен. А это башня, в которой почти 50 лет жила в заточении местная красавица Анна Констанция графиня Козель, самая известная любовница и пленница Саксонии. Здесь, в крепости XIII века, есть все, что нужно для развлечений. И камера пыток, и разнообразные исторические артефакты, и прочие атрибуты тогдашнего времени. Немного мрачновато, правда, но уж как есть. Тем более нам такой пансион не грозит, и мы можем спокойно предаться своим мальчуковым аудиошалостям. Я буду рассказывать, а вы полюбуйтесь пока. Итак, мы сравниваем две современные компактные аудиосистемы с целью выявить лучшую для себя любимого под свои задачи, вкусы, потребности и бюджет, конечно. Их объединяет бренд, то есть разработчик-производитель, а это очень важно. Это значит, что единый центр, мозг и концепт. Тут и маркетинг, и опыт, и единая патентная база, и компонентная база, кстати, очень свежая. То есть эти модели есть смысл сравнивать непосредственно, не делая поправок на различные видения. В противном случае появилось бы крыло любителей той или иной конюшни, типа Макларен, Мерседес или Феррари. Эти же равны пред нами. Что же мы имеем? Двухполосная S3000 из лакшери серии колонок с богатым, однако скромным набором функций на сегодняшний день, она имеет лишь одну шибку полос, идеально выполненную аудиопроцессором с непосредственно подключением к усилителям-динамиками, что гарантирует оптимальный контроль их работы и высокий демпинг-фактор. И минимальные потери, кстати. Самый, пожалуй, музыкальный калибр басовика 6,5 дюймов, причем прекрасно спроектировано с помощью чего? Правильно, клипеля. Смотрите, какая прелесть. Алюминиевый диффузор, большой подвес. 6,5 дюймов уже имеют некий басок, однако еще не потеряли музыкальные способности. Недаром это один из самых популярных калибров динамиков для двухполоски. Копает он не очень глубоко, но плотненько. А в верхней части своего диапазона он еще поет нежно и разборчиво. Хотя, судя по результатам сканирования подобных диффузоров на сканере клипеля, мы понимаем, что движение частей диффузора уже теряет согласованность. Зато сшивок полос минимум – одна. Планарный твиттер изумительно закрывает вопрос воспроизведения высокочастотного диапазона. Эта конструкция получше любого купольного динамика будет и может уступать только ленточникам, либо уже какой-нибудь экзотике. А для мультимедиа-колонок это вообще предел мечтаний. Детально конструкцию S3000 мы рассматривали в обзоре этой системы, поэтому останавливаться не буду. И вот этому чуду техники противостоит что? Трипоник. Начнем с общих для обеих моделей опций. Как я говорил, разработанная не тем же коллективом, использует ту же современную элементную базу. Кроме того, у них практически одинаковые твиттеры, то есть высокочастотный диапазон звучит максимально достоверно у обеих участников схватки. А вот самый ответственный среднечастотный диапазон у S360 выглядит убедительней. Ничего личного, чисто теоретически 4-дюймовый, легкий, шустрый динамик имеет больше шансов отыграть голосовой диапазон лучше, чем 6,5-дюймовый тяжеловес, который, ко всему прочему, перегружен в поршневом режиме со своим резонатором, фазоинвертором, и должен удовлетворить противоречивые требования басового и среднечастотного регистра снизу. А 4-дюймовый МИД с 360 модели ниже 120 Гц не нагружен и, как любой легкотруженик, с благодарностью качественнее отыграет порученный ему диапазон. Однако не все так просто. И снизу среднечастотного диапазона система имеет отвратительную сшивку с сабвуфером, который в свою очередь доваливает, пожалуй, октаву ниже возможностей S3000. Детальные конструкции и возможности трифоника мы рассматривали в обзоре этой системы, повторяться не буду. Итак, она имеет две сшивки, в отличие от S3000, что плохо, но имеет сабвуфер, который расширяет частотный диапазон вниз, что хорошо. Таким образом, вам предстоит решить, что вам нравится больше: сухонький, собранный, разборчивый звук стереопары или массивный, плотный, фундаментальный, глубокий баланс звучания трифоника. Послушайте, пожалуйста, голоса этих систем на моем старом наборе треков и буду благодарен за высказанное здесь в комментариях ваше мнение. За всем пока, auf Wiedersehen.